Привет, друзья! Мои запеченные помидоры с карамелизированным луком полюбились всем, кому довелось их попробовать. Рецепт переходил из рук в руки. Их так и прозвали «Сережкины помидоры». Сейчас и у вас будет возможность посмотреть, как это делается. Такие помидоры хороши как сами по себе, в качестве закуски под рюмочку, как топпинг для сэндвича или как гарнир, например, к стейку. Смотрите до конца, там будут показаны эти варианты. Главный секрет в предварительном мариновании в бальзамическом уксусе. Запеканием на невысокой температуре в течение долгого времени. Чем вкуснее бальзамик, чем ниже температура и дольше процесс запекания, тем вкуснее. Для запекания лучше всего подойдут мясистые помидоры вроде итальянского сорта Рома. Помидоры разрезать пополам вдоль и очистить от семян. Помидоры надо немного подмариновать. Вначале добавить хороший бальзамик и хорошенько перемешать. Затем добавить оливковое масло и опять хорошенько перемешать. Переложить половинки помидор в поддон для запекания и перевернуть разрезом вверх. Посолить, поперчить по вкусу. Посыпать душицей. Отправить в духовку на 1 час при температуре 180 градусов Цельсия. Теперь подготовим лук. Я рекомендую использовать сладкие сорта лука. Они лучше карамелизируются. Нарезаем крупными сегментами. Поливаем бальзамическим уксусом. Хорошенько перемешиваем. Солим, перчим по вкусу. И в духовку к помидорам. Спустя час перемешать лук. Понизить температуру до 160 градусов и оставить еще на час. Еще час прошел, всего 2 часа готовки. Перемешать лук и оставить еще на час. Еще час прошел, всего 3. Перемешать лук и перевернуть помидоры срезом вниз. Оставить еще на час. Очередной час прошел. Всего 4. Перемешать лук и перевернуть помидоры обратно срезом наверх. Поверните поддоны вокруг оси для более равномерного запекания. Оставьте еще на час. Тем временем поджарим бекончик для нашего сэндвича. У меня под рукой оказался бекон из чековины. Мне он очень нравится. Просто пожарьте, как показано в видео или как вы любите.
Практически готово, но можно еще немного потомить. А тем временем приготовим наш идеальный стейк. У меня мой любимый называется Flat Iron Steak. На разогретой до 250-270 градусов сковородке жарим стейк по 2 минуты на каждой стороне, переворачивая каждые 30 секунд. На последней минуте добавьте немного растительного или сливочного масла. Не забудьте про боковые стороны, их тоже нужно прихватить. Готово. Убираем в сторонку и даем остыть минут 10. За 5 минут до окончания забросьте в духовку лаваш. Все готово. Соберем наш сэндвич. Лаваш, бекон, карамелизированные помидоры и сверху карамелизированный лучок. Можно украсить укропом. Вкус изумительный. На любом столе улетает за секунды. Теперь соберем блюдо со стейком. Стейк уже можно нарезать и уложить на блюде. Добавить помидор и лук как гарнир. Украсить петрушкой. Сочетание мяса с карамелизированными в бальзамике помидорами и луком просто божественно. Вуаля! Красиво и очень вкусно. Придумайте сами, как еще можно использовать ваши помидоры с луком. И напишите в комментариях. Самые интересные варианты притворим в жизнь и продемонстрируем всем с указанием имени автора. Приятного аппетита, всем пока. До встречи на канале.